Солнце безжалостно выжигало бескрайнюю африканскую саванну, превращая воздух в дрожащее густое марево. Земля, потрескавшаяся от многомесячной засухи, напоминала мозаику из обожженной глины. Именно по этой безжизненной пустоши, тяжело ступая и низко опустив некогда гордую голову, брел старый лев. Его шкура, когда-то сиявшая золотом на солнце, теперь висела на исхудавшем теле блеклыми складками. Шрамы на морде и боках рассказывали истории о былых великих битвах за территорию, о поверженных соперниках и годах безраздельного правления. Но время — самый безжалостный хищник из всех существующих, и оно наконец-то настигло старого короля. Собирая свои последние стремительно тающие унции сил, старый лев подошел к краю глубокого зазубренного ущелья. На другой стороне виднелся спасительный клочок зелени, признак того, что там может быть вода. Руководствуясь лишь отчаянием и древним инстинктом выживания, хищник напряг дрожащие мышцы задних лап и совершил прыжок через зияющую пропасть. Его тяжелые передние лапы с глухим стуком ударились о противоположный край. На долю секунды показалось, что он смог. Но край ущелья, состоящий из рыхлого пересохшего гравия и выветренной породы, не выдержал его огромного веса. Земля с предательским шорохом осыпалась прямо из-под его когтей. Лев сорвался. С глухим, полным боли рыком он стремительно полетел вниз, в мрачную глубину крутого оврага, яростно ударяясь о выступающие камни. Жесткое падение на самое дно выбило из его легких весь воздух. Поднялось облако удушливой красной пыли. Оглушенный, ослепленный болью, инстинктивно он начал отчаянно барахтаться, пытаясь найти опору. Его мощные, но затупившиеся когти с душераздирающим скрежетом царапали отвесную сланцевую скалу, оставляя на ней лишь белые полосы. Он искал хоть малейшую зацепку, но гладкий камень предлагал нулевое сцепление. Каждый отчаянный панический рывок вверх забирал остатки его угасающей энергии. Камни безжалостно скользили под лапами, и с каждой попыткой он сползал все ниже. Наконец его задние лапы, некогда способные одним ударом повалить буйвола, полностью подогнулись. Оказавшись в ловушке, умирая от жажды и голода, совершенно обессиленный, некогда великий король саванны рухнул на горячие камни. Его тяжелое дыхание эхом разносилось по узкому каменному мешку. Он медленно опустил свою массивную голову на пыльную землю, закрыл глаза и приготовился к неизбежному. Это было полное, безоговорочное поражение. В это же самое время, в нескольких милях от ущелья, ветеран службы охраны дикой природы Бенджамин совершал свой ежедневный одиночный патруль. Его старый, покрытый слоем въевшейся пыли джип медленно полз по извилистой грунтовой дороге восточного хребта. Бенджамин отдал этой суровой земле больше 20 лет своей жизни. Его лицо было изрезано глубокими морщинами от постоянного прищура на солнце, а глаза привыкли подмечать малейшие несоответствия в окружающем пейзаже. Вдруг его взгляд зацепился за странный след. У самого края глубокого каньона земля была неестественно взрыта, а кусты колючей акации смяты, словно там произошла жестокая борьба. Бенджамин ударил по тормозам. Джип остановился, подняв облако пыли, которое медленно осело на горячий капот. Рейнджер заглушил двигатель, и на него тут же обрушилась звенящая тишина саванны, прерываемая лишь стрекотанием цикад. Он вышел из машины, инстинктивно проверив кобуру с пистолетом, и осторожно, шаг за шагом, приблизился к краю обрыва. Ветер донес до него слабый металлический запах потревоженной породы. Бенджамин подошел к самому краю и посмотрел вниз, в сумрак ущелья. То, что он там увидел, заставило его сердце сжаться. На самом дне каменного колодца, среди обломков скал, лежал бывший правитель дикой природы. Могучий зверь был доведен до состояния обтянутого кожей скелета. Услышав шорох гальки, упавшей из-под ботинок человека, лев с огромным трудом приподнял голову и посмотрел прямо на Бенджамина.
Взгляд, встретившийся с глазами рейнджера, поразил его до глубины души. В этих огромных янтарных глазах не было ни свирепого хищного огня, ни яростного неповиновения, ни агрессии загнанного в угол зверя. Там была лишь бесконечная, гнетущая усталость и молчаливая просьба о прекращении мучений. Бенджамин знал строгий, безжалостный кодекс дикой природы наизусть. Главное правило любого рейнджера гласило: не вмешивайся в естественный ход вещей. Природа жестока, но справедлива. Выживает сильнейший, а смерть одного дает жизнь другим. Спасение старого, отжившего свой век хищника, было грубым нарушением этого баланса. Но, глядя глубоко в эти измученные, полные поражения глаза, Бенджамин почувствовал, как в его душе разворачивается глубочайший внутренний конфликт. Логика и профессиональная подготовка требовали развернуться, сесть в машину и уехать, позволив стервятникам сделать свою работу. Однако его совесть кричала, заглушая голос разума. Он просто не мог заставить себя развернуться и оставить это величественное создание медленно и мучительно умирать от жажды в каменной тюрьме. Он потянулся к рации, закрепленной на поясе, и нажал кнопку вызова. «База, это патруль 4, прием!» — произнес он в микрофон. В ответ раздалось лишь мертвое шипение статических помех. Он покрутил ручку настройки, попытался поймать волну ретранслятора, но безуспешно. В этой низине, окруженной скалами, сигнала не было вообще. Он находился в десятках миль от ближайшего подкрепления, и никакая спасательная команда не прибудет по его зову. Они остались одни во всем мире. Только он, его чистая сила воли и обреченный хищник на дне пропасти. В этот момент Бенджамин принял решение, от которого его пульс участился. Он решил действовать, несмотря ни на что. Бенджамин бросился обратно к своему джипу с бешеной лихорадочной энергией. Счет шел на минуты. Солнце стояло в зените, и температура на дне ущелья должна была быть невыносимой. Рейнджер распахнул задние двери автомобиля и начал выкидывать оборудование на сухую траву. Он схватил тяжелую, сплетенную из толстых нейлоновых тросов грузовую сеть, используемую для транспортировки крупных копытных. Затем достал толстый буксировочный канат, выдерживающий нагрузку в несколько тонн, и свой личный аварийный запас — аптечку, канистру с пресной водой и пакет с сушеным мясом. Он быстро, но невероятно надежно привязал один конец буксировочного каната к мощной стальной лебедке, установленной на переднем бампере джипа. Проверив прочность узлов, Бенджамин схватил припасы, поспешил обратно к краю обрыва и снова заглянул вниз. Старый лев следил за каждым его движением. Хищник не сводил глаз с суетящегося наверху человека, наблюдая за ним с напряженным, но удивительно спокойным вниманием. Бенджамин достал свой охотничий нож, быстро разрезал пополам пустую пластиковую канистру, превратив ее в импровизированную миску, щедро налил туда свежей прохладной воды и бросил туда же несколько кусков вяленой говядины. Привязав к миске тонкую веревку, он осторожно спустил этот жизненно важный груз прямо на каменистое дно оврага в паре метров от морды зверя. Запах влаги и еды подействовал мгновенно. Старый лев вздрогнул. Превозмогая чудовищную боль, он волоком потащил свое избитое, ноющее тело вперед, цепляясь когтями за пыль. Добравшись до воды, он начал жадно лакать ее, поднимая тучи брызг. Мясо он проглотил целиком, почти не жуя. Эта крошечная порция калорий и влаги стала для него жизненно важной искрой в самый темный момент его существования. Пока лев пил, Бенджамин начал спускать вниз тяжелую грузовую сеть, позволяя ей широко расстелиться по узкому каменному дну оврага, образуя импровизированный гамак. И вот настал момент для самого пугающего решения за всю долгую жизнь Бенджамина. Сеть лежала на земле, но чтобы правильно поместить в нее массивного, весящего под 200 килограммов льва и закрепить углы, рейнджеру нужно было спуститься туда, к нему.
Бенджамин сглотнул вязкую слюну. Он надел на себя альпинистскую обвязку, закрепил карабин на страховочном тросе и начал спуск по почти отвесному склону. Его сердце колотилось о ребра с такой силой, что, казалось, этот стук разносится по всему каньону. Каждый перехват руками, каждый шаг по сыпучему камню давался с трудом. Наконец, его тяжелые ботинки коснулись дна. Пыль взметнулась вокруг его ног. Теперь Бенджамин был полностью в ловушке. Он оказался заперт в замкнутом пространстве, размером не больше маленькой комнаты, 1 на 1 с изголодавшимся высшим хищником. Воздух здесь был спёртым, пропитанным запахом горячего камня, крови и дикого зверя. Напряжение было абсолютно удушающим. Одного инстинктивного, молниеносного удара этой массивной когтистой лапы было бы достаточно, чтобы мгновенно оборвать жизнь человека. Дикие инстинкты, формировавшиеся миллионы лет, диктовали льву только одно поведение. Он должен был защищать свое крайне ограниченное пространство, броситься на нарушителя в приступе леденящего ужаса или атаковать из-за отчаянного, сводящего с ума голода. Бенджамин затаил дыхание. Он поднял руки, держа их широко расставленными и открытыми, показывая, что у него нет оружия. Он двигался с медленной, рассчитанной до миллиметра точностью, не делая резких движений и стараясь не смотреть хищнику прямо в глаза, чтобы не спровоцировать атаку. Лев перенес свой тяжелый вес на передние лапы. Его мышцы напряглись. Он пристально, не моргая, посмотрел на человека. Воздух, казалось, зазвенел от напряжения. А затем произошло нечто совершенно невероятное. Гигантская кошка не оскалила свои смертоносные клыки. Из ее горла не вырвалось предупреждающего рыка. Лев не совершил бросок. В этот момент зверь сделал то, что противоречило законам природы. Он сознательно и активно подавил свои самые глубокие, самые базовые дикие инстинкты. Вместо нападения он просто опустил свою массивную тяжелую голову и, перебирая лапами, медленно потащил свое изможденное тело прямо в центр расстеленной грузовой сети. Добравшись до середины, он покорно лег, свернувшись клубком и тяжело вздохнув. Он полностью сдался на милость человека. В этот момент стало абсолютно ясно. Зверь в точности понимал, что именно Бенджамин пытается для него сделать. Выдохнув скопившийся в легких воздух, Бенджамин быстро, но осторожно приблизился к лежащему хищнику. Его руки сильно тряслись от мощнейшего выброса адреналина в кровь, пальцы слушались с трудом, но его движения оставались невероятно точными и профессиональными. Он собрал толстые углы сети и надежно пристегнул их тяжелыми стальными карабинами к буксировочному тросу, образовав прочный мешок, в котором покоился лев. Убедившись, что конструкция надежна, Бенджамин развернулся и начал трудный подъем обратно по вертикальной каменной стене. Его мышцы невыносимо горели от крайнего физического напряжения, пот заливал глаза, а дыхание срывалось на хрип. Но мысль о том, что он почти спас эту жизнь, придавала ему сил. Выбравшись на поверхность, тяжело дыша, он бросился к джипу и включил управление лебедкой. Мотор машины натужно взревел, механизм лязгнул, и стальной трос с пронзительным скрипом натянулся, став твердым, как железный прут. Медленно, дюйм за мучительным дюймом, невероятно тяжелый сверток начал подниматься из глубокого оврага. Бенджамин нервно наблюдал за процессом. Стальной трос звенел от напряжения, угрожая оборваться в любую секунду. Если бы это произошло, лев разбился бы насмерть. Рейнджер аккуратно направлял механический рычаг лебедки, следя за тем, чтобы сеть не цеплялась за острые выступы скалы. Наконец, подвешенный в воздухе король саванны показался над краем пропасти. Бенджамин осторожно развернул стрелу и мягко опустил тяжелую сеть с драгоценным грузом на ровную, поросшую пожухлой травой землю. Лев лежал абсолютно неподвижно. Он был слишком слаб, чтобы даже попытаться вырваться из стягивающих его тяжелых ячеек сетки. Его бока лишь тяжело вздымались в такт прерывистому дыханию. Лев не бросился на утек в спасительные заросли.
Вместо этого он намеренно, грациозно повернул свое массивное тело и посмотрел прямо в глаза Бенджамину. Это был пронзительный, глубокий, почти осмысленный взгляд, который, казалось, прорезал саму душу рейнджера. На 3 долгие секунды время вокруг них полностью остановилось. Замер ветер, умолкли птицы. В этом бесконечно долгом зрительном контакте читалось глубокое, молчаливое, монументальное «спасибо» от существа, которое в точности понимало, кто именно вырвал его из лап смерти. Затем, не издав ни звука, старый король грациозно развернулся и ушел с нарочитой, неторопливой гордостью, бесшумно растворившись в высоких зарослях слоновой травы и вернувшись в свои дикие владения. Шли месяцы. Жизнь в саванне продолжала свой вечный суровый цикл. Начался сезон дождей, который вновь превратил выжженную пустошь в цветущий рай, а затем снова наступила засуха. Бенджамин продолжал свои ежедневные одиночные патрули, защищая территорию от браконьеров и следя за популяциями животных. Но в тихие моменты, сидя у вечернего костра или за рулем своего джипа, он часто вспоминал того старого короля, которого он буквально вытащил с самого края гибели. Рейнджер часто задавался вопросом, смог ли этот постаревший хищник выжить в жестоких, бескомпромиссных реалиях дикой природы после того случая? Нашел ли он свою стаю? Ответ пришел в один из дней, когда солнце уже начало клониться к горизонту, окрашивая пейзаж в мягкие золотистые тона. Бенджамин сидел в тишине на теплом капоте своего припаркованного джипа, заполняя страницы потрепанного бортового журнала. Внезапно атмосфера вокруг изменилась. Воздух словно стал плотнее. Пение птиц резко оборвалось, и Бенджамин спиной почувствовал подавляющее, интенсивное присутствие чего-то могущественного. Он полностью замер, медленно подняв глаза от журнала. Прямо из густых кустарников, всего в 10 метрах от него, бесшумно как призрак, появился тот самый старый самец. Но теперь в нем не было ни капли слабости. Он абсолютно не выглядел голодным или изможденным. Его шкура снова стала густой, яркой и блестящей. Под кожей перекатывались мощные, четко очерченные мышцы, а его шаг был невероятно властным, доминирующим и уверенным. Его роскошная темная грива развивалась на ветру. Это был настоящий повелитель саванны на пике своих сил. Пульс Бенджамина неистово забился в горле. Древний, первобытный человеческий инстинкт закричал в его мозгу: «Беги! Хватайся за винтовку! Защищайся!» Он сидел абсолютно открытый, беззащитный, лицом к лицу со смертоносным, полностью выздоровевшим высшим хищником. Одно движение, и он труп. Но Бенджамин заставил себя остаться на месте. Он не потянулся за оружием. Он ждал, стараясь контролировать свое дыхание, и не отводил взгляда. Массивный лев шел уверенно и целенаправленно прямо к джипу. Он не крался, как перед броском на добычу. Его шаг был открытым. Он остановился всего в нескольких футах от свешенных ног Бенджамина. Рейнджер мог отчетливо слышать его глубокое дыхание и чувствовать мускусный запах дикой кошки. Лев поднял голову. Дикий хищник опустил свою огромную морду и осторожно, почти нежно, боднул носом прохладный металлический бампер джипа. Тот самый бампер, к которому когда-то была привязана спасшая его лебедка. Он задержался в этом положении на долгое, осмысленное мгновение. Затем он поднял глаза и посмотрел прямо на Бенджамина. Лев медленно моргнул. Жест, который у кошачьих означает высшую степень доверия и миролюбия. От него исходила чистая, спокойная и глубоко доверчивая энергия. Не оставалось никаких сомнений. Лев помнил все. Он запомнил этот специфический запах машинного масла и пота, этот старый дребезжащий автомобиль и, главное, того самого человека, который нарушил все правила, чтобы дать ему второй шанс на жизнь. Он пришел не охотиться. Он просто хотел показать своему спасителю, что те колоссальные усилия и риск в каньоне
не были потрачены впустую. Выразив свое почтение, лев грациозно развернулся и медленно пошел прочь. И только тогда Бенджамин заметил движение в кустах неподалеку. Там, в тени акаций, терпеливо ожидая своего вожака, сидели две молодые сильные львицы. Старый король не просто пережил то немыслимое испытание в ущелье. Он полностью восстановился, процветал и смог отвоевать свое законное, доминирующее место в жестокой иерархии саванны, вновь став во главе прайда. И он намеренно, осознанно вернулся на эту дорогу, чтобы разделить свой триумф с человеком, который сделал это возвращение возможным. Этот поразительный случай доказывает одну простую, но невероятно глубокую истину. Связь между человеком и дикой природой гораздо тоньше, сложнее и глубже, чем мы можем себе представить. Даже самые свирепые хладнокровные хищники обладают потрясающей, почти человеческой способностью испытывать благодарность и помнить добро. Когда мы выбираем путь сострадания и милосердия, мы не просто спасаем чью-то жизнь. Мы строим невидимый мост между двумя совершенно разными, чуждыми мирами, завоевывая такое доверие, которое бросает вызов всем законам выживания и диким инстинктам.